Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами канал Мир Моделей. Меня зовут Павел. Сегодня мы проведем небольшое такое, так сказать, углубленное техническое занятие. Многие называют это мастер-классами. В чем, собственно, вопрос? Мы показывали, была у нас отдельная передача, в которой мы снимали подготовку остеклений для моделей авиационной техники, именно для установки их уже непосредственно на самолет, как правильно их отделять. И один из коллег, который постоянно смотрит наши ролики, Максим Захаров, сказал: а почему нет именно ролика о том, как маскировать фонарь? Вот дело в том, что мы когда-то давно снимали передачу про томеевский скотч, в котором, так сказать, вскользь мы этой темы коснулись. И вот сегодня я решил, так сказать, по просьбе друзей, коллег, вот снимем вот такой сегодня ролик будет. Я просто не буду показывать как бы все, я покажу те, допустим, 3 приема, которыми пользуюсь я, когда маскирую фонари перед покраской. Тема очень животрепещущая, потому что остекление, как правило, в модели его не бывает очень много, его нету, как правило, к сожалению. Надо делать упрек модельным производителям, они не делают запасных деталей, именно вот этих вот. Достать их очень сложно, и, как правило, плохо закрыто скотчем, покрашенные или, допустим, треснутые, как я уже говорил, уже фонари, прозрачное остекление кабин приводит к тому, что модель просто выкидывают и все. Или она стоит, пока что-нибудь человек не придумает и не найдет именно эту прозрачную деталь. Опять же, рассмотрим небольшие типы фонарей. Я немножко взял для себя, специально для того, чтобы вам было понятно, несколько различных фонарей, тех самолетов, которые у меня имеются в наличии. Конечно, не могу охватить всю эту большую тему, но вот, например, здесь у нас большое, одни из самых простейших остеклений, это является остекление вот в 32-м масштабе. Это Мессершмитт 109. Он имеет такую рубленую, так сказать, квадратичную форму остекления. В принципе, здесь его довольно-таки не является сложной моделью. Вот, в пику ему вот такое вот сложное, оно является одним из сложных остеклений. Это модель Spitfire английского самолета. Здесь вот выпуклый вот такой вот и фонарь, с ним возникают сложности. Есть также, например, вот такой вот большой модель. Это у нас остекление на Super Hornet в 32-м масштабе. Модель где-то порядка 70 сантиметров в длину. Вот, допустим, здесь. Я просто покажу, как я пользуюсь этими моментами. Еще забыл, извиняюсь, коллеги. Но совсем недавно вышла вот такая вот модель от фирмы ICM. Это Юнкерс 88 в 48-м масштабе. И модель славится своим довольно-таки богатым остеклением, которое является очень разнообразной формой. Вот такое вот сложное остекление. Здесь очень много различных окошек. И все это, в принципе, маскировать довольно-таки сложно, потому что некоторые из них имеют довольно-таки прямую форму. Здесь нет сложности, а здесь где-то есть такие, так сказать, сферические. И здесь маскировать довольно-таки сложно. Как будем решать эту проблему? И вот мы сегодня рассмотрим, так сказать, 3 варианта. Первый вариант, так называемый, для ленивых или более продвинутый. То есть мы имеем, как я уже показывал, вот такую вот модель. Это Юнкерс 88. И имеем вот такое вот сложное остекление. Вырезать его очень сложно, поэтому мы идем в один из интернет-магазинов и заказываем вот такую вот, допустим, масочку. Вот такую вот маску, в которой написано, какой масштаб и для какой именно модели вырезано вот это вот, допустим, остекление. Там бумага с клеящей подложкой. Кроме того, что есть остекление кабины, они еще, как правило, дают маски на окраску ниш, то есть самых дисков колес. То есть диски колеса красятся, допустим, в черный цвет, а потом уже окрашивается все колесо. То есть мы просто берем, опять же, сверяясь с инструкцией, здесь дается инструкция, в которой мы смотрим, ориентируем, допустим, у нас вот здесь колеса у нас находятся вот здесь, вот так вот кладем и понимаем, что, допустим,
вот на эту часть остекления, вот какую-то деталь отсюда, вот так вот мы ее поддеваем, допустим, вот таким вот образом аккуратненько. Можем использовать для этого иголочку. Вот таким вот образом она у нас немножко и поднимается, вот таким вот образом. И вот наклеится, допустим, ну вот согласно инструкции, ну вот, допустим, куда-нибудь вот сюда. Да, вот таким вот образом. То есть вы поняли, да? То есть я отсюда взял один элемент, сравнил его с инструкцией, которую предлагает, допустим, компания вот Эдуард, изготавливающая вот эти вот экспресс, они так и называются, EX экспресс маски. Наносим ее на выбранный участок, который обозначен, допустим, на инструкции производителя. Вот, это первый вариант. Ну, для того, чтобы более полная картина, могу сказать одно, что есть компания, всем хорошо известная, Эдуард, которая делает вот такие вот модели в так сказать, варианте компоновки профи-пак. И вот туда они обязательно кладут маску на фонарь. Вот, допустим, здесь фонарь кабина, вот это вот остекление Мессершмитта. И вот они кладут обязательно в таком полиэтиленовом пакетике, вот такой вот они кладут туда масочку. Опять же, вот. Ну, вот в инструкции указано, естественно, какой элемент наклеивается куда. Вот опять же, то есть вот, опять мы берем, вот, как я уже показывал, аккуратненько отстегиваем мы остекление, вот, допустим, и вот берем, допустим, приклеиваем вот сюда. Находим соответствующий элемент здесь. Ну, я просто уже такую модель собирал, поэтому я знаю, где она находится. Естественно, можно посмотреть это в инструкции. Она наносится вот сюда. Она подходит. Я единственное, что еще не взял пинцет. Немножко я кривовато наклеил. Но вот она наклеивается вот таким вот образом. Вот таким вот образом она наклеивается. Я ее немножко, естественно, чуть-чуть кривовато наклеил, но я думаю, что вы меня простите. Вот это вот, так сказать, вот, грубо говоря, это первый, вот, так сказать, вариант нанесения, так сказать, остекления, маскировка остекления кабины. Ну, я его говорю так называемый для ленивых. Вот. Теперь, значит, если у нас нету масок, что мы будем делать дальше? Теперь, значит, мы рассмотрим вариант номер второй. Это с использованием хорошо известного томеевского скотча. То есть мы просто приклеиваем, берем, ориентируясь на остекление модели, мы приклеиваем, допустим, полоску томеевского скотча. Потом мы аккуратненько, можно, вот я делаю это зубочисткой, мы утаптываем как бы в грани остекления. То есть остекление, там есть небольшие такие микробордюрчики, которые показывают границы вот этого так называемого фонаря кабины. Можно еще аккуратненько пройтись иголочкой, вот, для того, чтобы было четко видно. Вот. Некоторые коллеги используют остро заточенный карандаш. Он вам позволяет сразу увидеть, где вы должны будете потом произнести надрез. И аккуратненько выдохнув, выключив дрожь в руках, одним движением, тщательно останавливая именно в углах остекления, мы производим вот такое вот прорезание именно по тому, что мы сейчас только что углубили. Зубочисткой, прошли иголочкой и так далее. Вот мы получили вот то же самое. То есть, в принципе, как говорят мне коллеги, можно мне потом, когда закончу свою бурную трудовую деятельность, уходить на фирму Эдуард и резать им фонари. Остекления. Но это была шутка. Вот таким вот образом. Вот. Ну, опять же, скажу вам, что это все очень просто для таких вот именно самолетов, как Мессершмитт, который имеет вот такой довольно-таки с точки зрения нанесения масок именно довольно-таки просто. Это все-таки одна из довольно-таки простых. Есть более сложные. Вот, например, мы сейчас вот специально я принес
вам именно. Вот Spitfire здесь у нас выпуклая, поэтому, естественно, просто так с наскоку нам не удастся это сделать. Но я, поскольку, так сказать, Spitfire собирал, вот, я вам сейчас покажу, как я это делал. Может быть, действительно окажется какой-нибудь человек, который говорит, что это можно будет делать гораздо проще. Я с этим спорить даже и не буду. Есть такие варианты. Ну, вот здесь, например, как мы поступим в этом случае? Ну, если вот есть такой скотч, то его, ну, лучше всего, ну, вот, поделить его напополам. Главное использовать вот это вот самая ровная линия. Значит, что мы делаем сначала? Сначала мы, естественно, укладываем скотч вдоль именно непосредственно металлических элементов. Натягиваем его таким вот образом, не обращая внимания, что он у нас начинает вот здесь вот в этих вот местах, вот в дальних, вот здесь вот он начинает у нас немножко вот таким вот образом съеживаться. Вот, мы на это не обращаем внимания. Вот, он у нас получается вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Если у вас более широкий скотч, то вы можете, чтобы здесь не было, аккуратненько здесь произвести надрез вот таким вот образом и положить скотч, допустим, нахлестом. Потом, естественно, сначала вы, опять же, потом проминаете вот таким вот образом, идете по стеклению. Вот. Вот таким вот образом. И уже потом здесь производите надрез. Лишнее убираете. Ну, я как бы вам объяснил, сейчас показал, да? Что можно сделать еще? Сейчас у нас появилась большая номенклатура различных скотчей. Такой вот томиевский скотч тоненький. Вот, он у нас является на виниловой основе. Можно пройти следующим образом. Использовать, допустим, сначала с помощью тонких вот таких вот. Дело в том, что его преимущество в том, что он тянется. Сначала приклеить вот эти вот тоненькие полоски, вытянуть их таким вот образом, вот выложить их вот таких вот с одной стороны, потом, естественно, сделать это с другой стороны. Вот. Единственное, что томиевский скотч, вот виниловый, как показала практика, он немножко потом как бы клеевое его свойство, когда он у вас лежит, он немножко, клеевые свойства его снижается. Ну, сейчас те, кто живет в городах, в магазинах типа Оби, Максидом, там можно посмотреть, и появилось большое количество очень подобных скотчей, можно поискать какую-нибудь замену ему. Можно использовать, попробовать использовать их. Вот у нас был Вячеслав Демченко, снимали мы ролик с его участием. Вот он, например, использует с большим успехом именно вот эти вот так называемые вот эти вот скотчи. Они имеют различную степень, так сказать, липкости, и он использует их для различных целей. Ну вот, например, здесь сейчас мы вот так вот отрежем. Вот мы одну вот такую вот линию получили. Потом мы, естественно, будем сейчас делать вот такую же с другой стороны. Вот. Потом мы подбираем вот сюда. Вот мы можем также с использованием того же скотча, можем использовать, допустим, уже что-нибудь из небольших обрезков, то, что у нас имеется здесь. Вот можем, допустим, вот таким образом вот эту середину закрыть и небольшими обрезками замаскировать вот это вот пространство внутри. То есть вот таким вот образом. Понятно, что дальше там вот так вот можно несколько там таких вот нарезать и замаскировать весь, допустим, фонарь. Естественно, надо смотреть, чтобы они перехлестывали друг друга, потому что если вы не сделаете, то у вас есть большой риск попадания туда под скотч. Как назло, туда именно и попадает вот эта вот красочка, которая потом, в принципе, по большому счету,
как оказала практика, ее можно даже не самое сложное, ее можно потихонечку, если это небольшой вид, капелька, допустим, где-то пролетела, то можно исправить, взять обыкновенную зубочистку, ее можно немножко как бы шлифануть. Вот такой вот у нас получается фонарь. Вот такой вот. Ну, еще один как вариант. Я хочу заодно продемонстрировать новый продукт. Вот такие вот жидкие маски. Вот здесь это у нас зеленая маска. Это зеленая. А вот это у нас синяя маска. Они только отличаются по цвету. Вот. Цвет облегчает нанесение, сразу видно, куда она делается. В свое время старые моделисты с большим опытом, они использовали вот так называемый клей БФ, прям наносили на остекление и прорезали его насквозь. Многие его зеленкой еще подсвечивали, чтобы было видно, куда его наносить, потому что он при высыхании становился таким прозрачным. И вот мы открываем вот эту вот масочку. Берем кисточку. Естественно, они все имеют характерный такой нашатырный оттенок, так сказать, привкус. И вот так вот маской мы наносим вот сюда, мы наносим вот так вот густо, с перекрытием обязательно элементов, которые мы только что заклеили. Она такая вот по консистенции имеет такую вот среднюю, так сказать, густоту. Вот. Правда, немножко единственное, что я только что взболтал, она имеет пузыри, но я думаю, что, конечно, нужно, чтобы пузырей не было. Вот такой вот у нас получился результат. Вот так вот. Пройдет где-то 10-15 минут. Она немножко может быть поменяться в цвете, может быть стать более сине насыщенной. Вот. И вот эта вот жидкая маска, она позволит вам, так сказать, преградит доступ краски именно к окрашиваемым поверхностям. После окраски вы сможете спокойно поддеть аккуратненько зубочисткой вот эту вот маску и сможете ее как вот тот самый скатать ее и выбросить, естественно, излишки, выбросить ее. Вот таким вот образом. Единственное, потом надо будет тщательно промыть в кипятке кисточку, потому что кисточка потом будет такая, как вот гипс. Она потом, естественно, поэтому кисточку нужно использовать ту, которую, в принципе, не жалко. Вот таким вот образом. Вот у нас такой замечательный продукт появился. Я показал, как с ними пользоваться. Это так называемый, ну вот мой третий вариант. Я таким вот образом маскирую довольно-таки выпуклые фонари. Можно с помощью вот этой маски использовать при сборке авиации, гражданской авиации в 144 масштабе. Там очень много выпуклых иллюминаторов. И можно, конечно, набивать через трафарет кружочки с помощью талмийского скотча, но все равно они будут держаться, и поэтому наиболее предпочтительный вариант использовать как раз жидкие маски. То есть берете кисточку, капаете туда аккуратно, окрашиваете, грунтуете, окрашиваете, тонируете, и потом уже в конце аккуратненько снимаете, поддеваете либо чем-то остреньким, если вы уверены, что вы не поцарапаете стеклянное именно основание вот этого именно иллюминатора. Лучше всего зубочисткой, потому что зубочистка царапин на тот самый не оставит. У нас здесь произошел небольшой перерывчик, отсутствовали мы минут 15. Вот сейчас я, с вашего позволения, попробую аккуратненько вот эту вот масочку снять. Посмотрим, как будет. То есть вот она подсохла, она вот такая вот прозрачненькая. Вот. То есть посмотрим, насколько она удаляется. Я буду ее удалять прямо вот отсюда. Вот она вот так вот, вот она вот так вот, видите, вот такой вот пленочка, она и снимается. Естественно, вот эта вот пленка, вот она непосредственно закрывала все остекление, которое нам нужно было защитить перед нанесением слоя краски. Вот, что хотелось бы сказать еще. Мы уже немножко плавно подходим к завершению нашего сегодняшнего занятия, что окрасочные маски наносятся не только на внешнюю сторону фонаря, нужно обязательно покрашивать и внутреннюю часть. При этом нужно учитывать, что маски, нанесенные на внутрь, должны быть немножко уже и меньше, для того, чтобы не просвечивала нижняя,
так сказать, граница остекления перед верхней, чтобы верхнюю ее перекрывала. Причем советую коллегам-моделистам перед тем, как вы уже нанесли, допустим, у вас замаскирован фонарь, допустим, остекление, то сначала нужно нанести по краям вот этого, так сказать, металлических конструкций алюминиевых, которые непосредственно, в которых вставлены элементы остекления, необходимо сначала нанести интерьерный цвет. Ну, допустим, если Spitfire, то там у нас идет зеленый интерьерный. Если вот это вот так вот называемый Messerschmitt, который мы только что сегодня рассматривали, здесь можно использовать, так сказать, RLM 666. Это, ну, близок к танковому серому. То есть вот эти все границы у нас будут просто прокрашены вот этим вот цветом. Для чего это делается? Для того, чтобы, когда вы сняли элементы фонаря, с обратной стороны через остекление было видно, что там тоже прокрашены элементы остекления. Вот, уважаемые коллеги, мы сегодня рассмотрели, ну, 3 моих способа, я скажу так, которыми я использую при маскировке фонарей самолетов, именно остекление фонарей кабин. Они 3 разных, с использованием экспресс-масок, с использованием тamiya-евского скотча и вырезания каких-то шаблонов по остеклению, и использование комбинированного, так сказать, средства, использование тamiya-евского скотча или, допустим, ленты, плюс еще использование жидкой маски. Вот эти 3 способа, которые я использую в нанесении, допустим, масок на остекление кабины. У меня это получается, ну, по отзывам коллег, довольно-таки успешно и неплохо. Надеюсь, что и вы будете использовать также эти методы. Может, что-то вам понадобится для достижения ваших модельных целей. С вами был Мир моделей. Меня зовут Павел. Всего хорошего. До свидания.